AMG CLA 35. Паха, брат, привет. Привет, Паха. Как жизнь молодая? Все готово, лада собранная, осталось настроить. Не знаю, верно это или нет. Друзья, всем привет! Вы на канале Крутящий Момент. Сегодня к нам на съемки приехала девушка на желтом Мерседесе. Машина яркая, четкая. Это AMG CLA 35, 306 сил 2021 года, между прочим. А теперь, внимание, давайте посмотрим, каких соперников мы приготовили. Готовим на старт корвет 2014 года, 6.2, 460 сил. В машине удалены катализаторы. Короче, по факту это стейдж 1. Просто атмо-монстр, но на заднем приводе. В чем интерес заезда, который сейчас будет? Да, Мерседес слабее, у него 300 сил, в корвете 400+, но сейчас зима, за бортом 5 градусов тепла, у нас здесь полный привод, корвет на заднем, поэтому будут все шансы хорошенечко вырваться вперед на Мерседесе, а там доберет корвет или нет, мы уже с вами увидим. Поехали. Вот он старт. Не доберет вровень, практически вровень. Пол корпуса примерно выиграл корвет, вот реально рядышком. Хотя 300 сил и 460. Я, сидя в корвете, не могу понять, какая машина смотрится круче. Желтый Мерсик, вот такой вот, ну реально ракета, или вот этот вот черный, брутальный, мускулистый корвет. Ребята, пока я думаю, напишите в комментариях, кому что больше нравится, Мерс или корвет. Охлопученный корвет, 460 сил, а Мерсик впереди. Я нажал, она забуксовалась, переключилась, короче. Ага, вот это недостатки заднего привода. Да. Представь, что будет, если сюда чип поставить. Да. Качнуть эту тачку в 400 сил и никакой корвета рядом стоять не будет. Мое почтение Мерседесу. Салон очень красивый. Два дисплея создают такую максимально футуристичную современную атмосферу. Также алюминий, кожа, все смотрится по высшему разряду. Так, теперь честный ответ на вопрос. Права покупала? Права? Нет. Сама сдавала? Сдавала, да, ходила на экстремальное вождение, очень много тренировалась. Ничего себе. С учителем, конечно. Ты экстремал? Да, 9-10 лет, вот скоро будет, как я за рулем. Ну вот так вот, все серьезно. Я видел, у тебя в Вайбере стоит аватарка, что еще на мотоцикле катаешься. Да, у меня Ducati Panigale V4. То есть тоже Так что можете приглашать на драк, закатить с Игорем с его 340, он как раз по мотоциклам у нас. Легко. Так С что, радостью. ребята, пишите в комментариях, нужно ли устроить зарубу Ducati. Сколько там объемчик? Объем 214 лошадиных сил. 214 сил против Игоря на Stage 3. Напоминаю, у него порядка 750 на спирте. Готовим на старт BMW 435 с двигателем N55, привод задний. Ехать будем ходарем. You likely to talk but not ready to ride. You do better keeping it quiet. My pen is ignited, my soul is enlightened. I like who I am, but I'm biased. They palette is right, and my drip is a fountain. I'm not like these regular guys. All of that
забывать, что сил у нее чуть-чуть больше и все-таки задний привод. Если мы стартнем с ней с места, то я уверен, Mercedes раскатает эту BMW. Первый раз было лучше всего. Первый раз. Да. Самое время сделать паузу для заправки моего автомобиля. На улице зима, машина у меня дизельная, поэтому я в нее заправляю только зимний дизель от ОККО. Как владелец дизельного автомобиля, я хочу дать вам пару зимних советов. Следите за давлением в шинах, проверьте аккумулятор, а также обязательно проведите ревизию топливных фильтров. Старайтесь держать топливо в вашем баке практически на максимальном уровне. При снижении температуры в баке может образоваться конденсат, а конденсат в свою очередь может привести к закупорке топливной системы. Обязательно следите за температурой. Очень часто температура окружающей среды может быть порядка ниже, чем температура на бортовом компьютере вашего автомобиля. Поэтому топливо в баке должно иметь запас морозостойкости. Выбирайте качественное топливо от надежных поставщиков, которые гарантируют вам заявленные температурные показатели. Я заправляю в свой автомобиль только Pulse дизель Арктика от ОККО. С этим топливом я уверен в своем авто до минус 40 градусов. Заправка окончена, вернемся к гонке. Смотрите, кто подъехал, это Павел Баварский Волк. Паха, брат, привет. Привет, Маха. Как жизнь молодая? Потихонечку все. Дашь дрозда дизелю? Давай попробуем. А ну давай. Ой-ой-ой, ну Паха реально красава! Так, готовим на старт BMW F30 328 на заднем приводе Stage 2 300 сил. Ехать будем ходарем. Хорошая ровная битва, Мерсик слегка вырывается вперед. Разрыв буквально кузов. Давай. Бэха на пол кузова впереди, Мерс равняется и уходит пол кузова. Кузов 1,5. 328 BMW остается только нюхать пыль у этого Мерседеса. Так это, ребята, он еще на стоке. Ну что, друзья, продолжаем гонки. Сейчас будет самое интересное. Mitsubishi Evolution стоковый на механике 280 сил против Мерса. Ехать будем ходом. Давай, все, на переключение Хэва сдался. Так, отстает дальше. 2-3 корпуса, может быть 4. В общем, современные полноприводные тачки все-таки рулят. Эволюшены со своими механическими коробками передач, к сожалению, остались в прошлом. Очень жаль, что эвики в новых модификациях уже не выпускаются. Видимо, нету смысла. Я сначала начал ускоряться, потом понял, что вы еще сигнал не подали. Начал ускоряться, потом только на третий. Еще раз, короче, да? Ну давай, хорошо.
в этот раз меньше, но отстал. При любом раскладе технологии ушли вперед. Evolution когда-то были легендами, этого не отнять, как и Subaru, но что сказать. Полный привод от Мерса дает очень хороший результат, особенно если учесть, что нас в машине двое, а в Evolution один водитель. И да, здесь по заводу немножко больше сил. Короче, Мерс тащит. Так, третий финальный заезд. Прям чтобы поставить жирную точку, что Evolution не сдается. Поехали, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Вот самый конец он сдается. Все. Я сейчас кондиционером ехала. Да, но в этот раз мы действительно немножко хуже стартанули. Как-то произошел небольшой затуп, но в любом случае добрали и обогнали Evolution. Ребятки, очень интересно, как едет эта машина. Сейчас мы попробуем ее замерить на предмет разгона 0,100 и 0,402. Погоняли, Mercedes радует, особенно своим желтым цветом, но и по мощностным характеристикам действительно машина достойная. Я представляю, что будет на втором стейдже. Я думаю, что машинка поедет низкие 12 секунд или там 12,3-12,4. Конечно, хотелось бы побыстрее это узнать. Я надеюсь, что как только эту машину прокачают, мы сразу же снимем следующий выпуск. Ну а сегодня все. Спасибо тебе большое за участие. Ссылочку на девушку оставлю. Вдруг кому-то интересно понаблюдать за ее машинкой. И за мотоциклом. Девушка катается на Дукате. Все готово, лада собрана, осталось настроить. Для того, чтобы грамотно настроить наш автомобиль, мы решили усовершенствовать электронную систему с помощью еще двух датчиков. Первое. Датчик абсолютного давления Lanos и датчик холостого хода от Волги. Вот он, датчик холостого хода от Волги. Теперь касательно того, как мы все это подключим и реализуем. Это переходная пластина, которая стоит между дросселями и блоком. Мы всверлились в каждое из отверстий впускных, нарезали резьбу, ставили штуцера воздушные. Также нами был разработан вот такой вот ресивер. Это 4 входа от отверстий дросселей, а 5-й вход пойдет на датчик абсолютного давления от Lanos. Штуцер на вакуумный усилитель тормозной системы был когда-то запитан на 4-й цилиндр. Мы заглушили. В принципе, это не совсем верно. Вот он запитывался, видите, да, 4-го цилиндра. И перенесли его также на наш ресивер. Это будет выход на датчик холостого хода от Волги. Сейчас мы все это смонтируем. Приедет электрик, запитает. Затем займемся настройкой автомобиля на стенде. Так, начинаем монтировать. Конечно, со старта ничего не получается, потому что это Жигули и кастомайзинг. Вот так вот это выглядит. Обращаю ваше внимание, какой забавный радиатор. Можно было, конечно, сделать более по-умному. Купить радиатор от Honda, поставить его где-то здесь. У Honda, напоминаю, они маленькие и здесь бачки. Но было принято решение сделать такой вот хитрый ход и вырезать здесь окно. Не знаю, верно это или нет. Я бы лучше купил радиатор от Honda. Техника безопасности на высшем уровне. Ранее я уже говорил, что мы обвешали наш автомобиль электроникой, датчик холостого хода и датчик абсолютного давления от Lanos. Таким образом, нам широкополосная лямбда не нужна. Этой пробочкой мы заглушим выход выхлопной системы, который был ранее вкручена широкополосная лямбда. Все, осталось зажать и все. Вы не думайте, что если вы купите Жигули, вы будете самые быстрые, у вас ничего не будет ломаться. Эта машина, конкретно вас, сможет действительно ездить в ваших руках, если вы будете сами ей заниматься. Если вы будете рассчитывать на каких-то там СТОшников, на которых мы ранее рассчитывали 1,5 года, вы сами видели, что это ни к чему нас не привело. Вот так вот ваша машина будет висеть в ремонте. Пока вы не вникнете в суть проблемы, не будете решать сами, машина никогда не поедет.
Так, теперь по планам на сегодня под капотом я купил вот такой лист металла. Из него мы изготовим кронштейн, который мы прикрутим под катушку зажигания. На него у нас ляжет датчик холостого хода и датчик абсолютного давления. Затем также я купил железную трубку, которую мы сейчас попилим, посверлим, потокарим. И с помощью такой доработки соединим сапун картера и сапун клапанной крышки. Колхоз Racing Team. Ну что, итог дня. На сегодня мы закончили все работы. Сапун масляный мы скрепили, который шел от поддона в клапанную крышку. Затем разработали с Mr. Goldie кронштейн под датчик холостого хода. Сюда же примотали датчик абсолютного давления Lanos. Настал новый день. Сегодня мы будем заниматься тормозами в нашей Ладе. Это очень важный момент. Напомню, ранее мы поставили в ВАЗ-2108 наперед 14 тормоза, а назад 13 тормоза, что естественно привело к перетормаживанию задницы. Поэтому у нас возникла необходимость поставить регулятор тормозных усилий. Для того, чтобы его установить, был куплен собственный регулятор, а также все необходимое для установки. Смотрим по тормозам. Вот это 14 тормоза. Вот это на заднице 13. Когда устанавливали назад 13, ручник сняли. Ручника у нас нет вообще. Смотрим, что здесь есть для установки. Непосредственно сам регулятор тормозных усилий фирмы Wilwood. Очень хорошая фирма. Набор медных трубок 5 метров. Взяли с запасом. Куча всяких штуцеров. Такой вот тройничок. И самое главное, набор для развальцовки труб. Вот так вот он выглядит. Устанавливать будем в салон. Так гораздо удобнее потом подстраивать регулятор. Оставляю тачку на фикс-карт. Антон, в твоих надежных руках. Надеюсь, все порешаете быстро. Конечно. Машину оставил. Все эти кастомные работы будут делать фикс-карс. Самим делать в этот раз банально нету времени. Но ребятам мы полностью доверяем. Уверен, все будет очень четко. В ближайшее время приду, проверю, как они все сделали. Мне позвонили с фикс-карс. Вот, кстати, Антон. Говорят, что много чего сделано. Давайте посмотрим. Разобранный ВАЗ радует глаз. Все вытряхнули. Вот один ковш, второй ковш, пол уваленный в хлам. Давайте посмотрим, что здесь происходит внутри. Ребята уже установили регулятор тормозных усилий, сняли весь ковролин. Постелится здесь новое все. Поменяли вот эту вот консольку. Под капотом вот так вот у нас все выглядит. Вот она, тормозная магистраль. Медная, новая. Проложили ее в салон. В принципе, ничего сверхъестественного. Покидаю фикс-кар, зайду чуть попозже, когда уже степень готовности будет побольше.